Аркаим. Название, которое звучит как из легенд, но этот объект — реальность, подтвержденная археологами. Расположенный на юге Челябинской области, в бескрайних степях, он долгое время скрывался под землей и был обнаружен лишь в конце 80-х, когда здесь собирались строить водохранилище. То, что показали первые раскопки, ошеломило даже опытных исследователей. Перед ними оказался тщательно спланированный город бронзового века с улицами, кварталами, стенами и системой канализации. Все это же почти за 2000 лет до нашей эры. Город окружен двумя кольцевыми стенами, каждая из которых выполнена из дерева, земли и кирпича. Внутри до 40 жилищ, расположенных по кругу, все одинакового размера. В центре — просторная площадь. Ученые до сих пор спорят, была ли это религиозная столица, обсерватория или просто крепость. Одно ясно. Аркаим не был примитивным поселением. Его строители обладали инженерными знаниями, понимали геометрию и имели устойчивую социальную структуру. Отдельного внимания заслуживает ориентация города по сторонам света. Она настолько точна, что исследователи сравнивают Аркаим с английским Стоунхенджем. Совпадение? Или Уральские степи были центром знаний и силы, о которых забыли хроники? Никто не ожидал, что в этих краях могла существовать подобная цивилизация. Но это был только первый след. На юге Урала археологи недавно обнаружили жертвенный комплекс, которому около 2400 лет. Он стал одной из самых впечатляющих находок последних десятилетий. Раскопки показали наличие десятков бронзовых и золотых украшений, оружия, костей животных и следов ритуальных действий. Все указывает на то, что перед нами важный культовый центр той эпохи. Ученые уверены, здесь происходили жертвоприношения, связанные с религиозными обрядами. Но еще более интригующим стало то, что в слоях почвы исследователи нашли доказательства продвинутой металлургии. Причем не кустарной, а с высоким уровнем обработки меди и бронзы. Это может указывать на существование специализированных мастеров и организованного распределения труда, еще один признак сложной социальной структуры. Территория комплекса охранялась, и, судя по всему, сюда приходили из других мест, возможно, с дальних территорий. Это место уже называют уральским Стоунхенджем. И не из-за внешнего сходства, а из-за его значения в культуре древних людей. Но кто же те, кто мог построить такие места и оставить о себе столь выразительные следы? Южный Урал стал одним из древнейших центров металлургии в Евразии. Находки показывают, что задолго до времен античного мира здесь уже выплавляли бронзу, создавали орудия, оружие и украшения. И это была не кустарная добыча металлов. Целые поселения специализировались на этой деятельности. Особое внимание исследователей привлекает культура Синташта. Ее представители, жившие примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры, оставили после себя не только металлургические мастерские, но и сложные укрепленные поселения. Здесь находят печи, литейные формы и следы химических реакций, указывающих на контроль температуры и состава сплавов. Это говорит о развитом технологическом мышлении. Кроме того, именно в синташтинской культуре впервые в истории Евразии появляются боевые колесницы. Это полностью изменило картину военных конфликтов и дало местным племенам тактическое преимущество. Некоторые историки предполагают, что технология распространилась отсюда далеко на запад и восток. Эти мастерские молчаливо свидетельствуют: на Урале жили не кочевые дикари, а изобретательные и амбициозные создатели, способные влиять на целые цивилизации. Капова пещера, также известная как Шульган-Таш, расположенная в Башкортостане, представляет собой один из самых поразительных памятников древнего искусства в России. Здесь, в ее темных залах, сохранились изображения, которым от 20 до 30 тысяч лет. Это один из немногих памятников Верхнего Палеолита за пределами Западной Европы, где сохранились столь выразительные наскальные рисунки. На стенах пещеры можно увидеть бизонов, мамонтов, лошадей и загадочные символы, смысл которых до сих пор остается неразгаданным. Они выполнены охрой, природным пигментом с удивительной точностью и выразительностью. Это говорит о том, что художники того времени уже обладали развитым чувством формы и композиции. Интересно, что пещера использовалась не как жилье, а именно как культовое пространство. Внутренние помещения неудобны для жизни, но прекрасно подходят для обрядов. Археологи находят следы костров, обугленные кости и обломки керамики. Чем же были вдохновлены те, кто спускался в тьму, чтобы оставить свои послания?
На Урале найдено более 300 наскальных изображений, петроглифов, разбросанных по берегам рек Лозьвы, Печоры и Тавды. Эти изображения вырезались на скалах каменными инструментами и датируются эпохой от 8 до 4 тысячелетия до нашей эры. Тематика варьируется от животных и сцен охоты до абстрактных символов и антропоморфных фигур. Некоторые изображения располагаются на труднодоступных участках скал, что указывает на их возможное ритуальное значение. Ученые отмечают повторяющиеся композиции, что говорит о существовании некой системы или даже протоязыка. Петроглифы — это не просто художественные элементы, это зафиксированные следы мировоззрения древнего человека, его страхов, верований и восприятия мира. Некоторые из них удивительно напоминают знаковые системы, что порождает споры о ранних формах письменности. Если вам интересно, как древние цивилизации умудрялись строить такие сложные города и ритуальные комплексы, не забудьте подписаться на наш канал, а если хотите, чтобы мы продолжали исследовать эти тайны, поддержите проект. Ссылка в описании или QR-код на экране. Ведь кто знает, может именно ваши донаты помогут раскопать еще больше уральских Стоунхенджей. Что именно хотели зафиксировать эти люди и почему выбирали для этого скалы вдоль рек? На юге Челябинской области археологи вскрыли уникальное поселение, которое теперь называют Синташта. Это не просто древняя деревня, а полноценный укрепленный город с ровами, стенами и улицами. Возраст находки — около 4000 лет. Особенность этого места в том, что здесь впервые в истории Евразии были найдены следы боевых колесниц с осями, деталями упряжи и захоронениями лошадей. Некоторые могилы содержат колесницы с металлическими деталями, и это ошеломило ученых. Колесница, как средство мобильной войны, считается одним из важнейших изобретений человечества. Именно из этих мест технология колесниц, по предположениям историков, начала распространяться в другие регионы – в Индию, Персию и даже на Ближний Восток. Но и это еще не все. На территории Синташты обнаружены могилы, где воины были похоронены с оружием, бронзовыми наконечниками и предметами культа. Это свидетельствует о формировании не просто племен, а военной касты, элиты, обладавшей властью и ресурсами. Формирование таких поселений кардинально меняет наше представление о степных культурах. Кто на самом деле стоял у истоков этих организованных обществ? Южный Урал усеян тысячами курганов, погребальных холмов, под которыми покоятся представители древних обществ. Эти курганы не просто могилы, а целые подземные комплексы, где можно обнаружить остатки повозок, бронзовое оружие, украшения и предметы быта. Особое внимание привлекают те захоронения, где найдено сразу несколько тел, включая жертвенных слуг и даже боевых животных. Некоторые курганы датируются концом 3-го тысячелетия до нашей эры и связаны с синташтинской и андроновской культурами. В ряде случаев раскопки открывали кладбища, состоящие из десятков курганов, словно древние некрополи, свидетельствующие о социальной стратификации. Строительство таких гробниц требовало огромных усилий, тысячи тонн земли, камня, дерева. Все это ради одного погребения. Это говорит не только о культе смерти, но и о значимости погребенного. Такие захоронения формировались в строгом ритуальном порядке и сопровождались богатым инвентарем, который должен был сопровождать умершего в иной мир. Что за традиции толкали людей к таким затратам ради мертвых, и откуда они могли их перенять? Когда археологи говорят о бронзовом веке, в воображении часто возникает примитивный коваль, работающий в одиночку. Но находки на Южном Урале опровергают этот образ. Здесь были целые металлургические центры. На поселениях археологи находят следы плавильных печей, шлака, форм для литья и даже производственные участки, где трудились ремесленники. Для получения бронзы требовалось смешивание меди и олова в точных пропорциях. Это невозможно без знаний химических свойств и навыков температурного контроля. Некоторые формы для отливки орудий и украшений были сделаны с ювелирной точностью. Например, обнаруженные зеркала из полированной бронзы имеют такую гладкую поверхность, что отражают лицо, как современные изделия. Впечатляют и технологии обработки костей, камня, текстиля. Сохранившиеся фрагменты тканей показывают сложные техники плетения. Все это — признаки общества, в котором было четкое разделение труда и передача знаний между поколениями. Возможно, именно такие технологические центры и стали первыми зародышами городской цивилизации на Урале. Археологические находки в Уральском регионе говорят о том, что здесь активно велась торговля.
В керамике, металле, украшениях и захоронениях находят предметы, которые не могли быть сделаны на месте. Например, на Урало-казахстанской границе находят раковины, происходящие из южных морей, и стеклянные бусины, происхождение которых связывают с древним Ираном или Индией. Это значит, что еще в бронзовом веке здесь действовали маршруты обмена. Возможно, они были частью древнего шелкового пути, задолго до его официального появления. Особенно ценными были металлы. Южноуральская бронза, судя по анализам, попадала на север, в лесные районы, а взамен оттуда везли меха, кость и рабов. Сами поселения часто располагались у ключевых природных переходов, перевалов, рек и открытых степей. Это позволяло контролировать торговлю и делать запасы. Уже тогда формировались первые центры влияния. Сложно поверить, что такая структура могла существовать без организованной власти. Появление сложных поселений, металлургии, колесниц и курганов подводит к неизбежному вопросу: кто стоял во главе этих обществ? В синташтинских поселениях археологи отмечают наличие особых домов, больших, с богатым инвентарем. В курганах — похороны с оружием, редкими предметами и даже символами власти. Все это говорит о существовании управленческой элиты. Историки считают, что именно на Южном Урале могли впервые формироваться зачатки военной аристократии. Такие группы контролировали производство металла, торговлю, территорию и даже религиозные обряды. Многие могилы содержат символические объекты – жезлы, кинжалы, амулеты, указывающие на особый статус. Эти вожди были не просто воинами, но и духовными лидерами. Их погребения оформлялись с максимальным вниманием к ритуалу. В некоторых могилах встречаются двойные погребения, что, возможно, указывает на жертвенные обряды в честь лидеров. Но где же следы их дворцов и центров власти? Или все происходило в священной тишине степей? Сарматы – кочевые племена, которые в течение многих столетий оставляли заметный след на территории Урала. Их влияние особенно проявилось в южных районах, где были найдены многочисленные захоронения и артефакты, датируемые от IV века до нашей эры до IV века нашей эры. Эти находки помогают понять, как менялся культурный ландшафт региона и как сарматская культура взаимодействовала с местными традициями. Захоронения сарматской знати на Урале поражают своим богатством. Здесь и позолоченное оружие, и греческие амфоры, и предметы римского происхождения. Это свидетельствует о широких связях сарматов, в том числе с античными цивилизациями. Самое интересное, что среди захоронений часто встречаются женские. Сарматские женщины нередко были воинами и даже вождями, что подтверждают предметы вооружения, найденные рядом с женскими скелетами. Также находят следы конской упряжи, украшения скифского типа и элементы одежды, выполненные с исключительным мастерством. Это говорит о том, что Урал не был окраиной. Напротив, он был ареной встречи степных империй и местных культур. Какие еще народы, кроме сарматов, оставили после себя столь весомый культурный след в этих краях? После бронзового века наступает новый этап – железный. На Урале это время связано с культурами, которые жили в более суровых условиях и вели иной образ жизни. Среди них особенно выделяется кушнаренковская культура, существовавшая в районе Среднего Урала приблизительно с VI по VIII век. Ее представители были земледельцами и скотоводами, оставив после себя характерные поселения и некрополи. Их керамика узнаваема по декоративной отделке, а орудия — по качеству обработки железа. Они использовали печи для выплавки, знали секреты углеродистого железа и создавали не только утилитарные предметы, но и оружие. Могильники показывают, что это были оседлые сообщества с развитой социальной структурой. Археологи также находят элементы украшений, характерных для культур Восточной Европы, что указывает на постоянные контакты. Особенно важна кушнаренковская культура для понимания происхождения народов, сыгравших важную роль в истории Восточной Европы, таких как венгры, башкиры, татары. История этих племен прослеживается через века, вплоть до формирования средневековых княжеств. Но что случилось с их потомками? Недавние исследования ДНК показали, что корни венгров, народа, сформировавшегося в Карпатском бассейне, могут уходить именно на Урал. Археогенетические данные указывают на наличие общего генофонда между средневековыми венграми и древними жителями Южного Урала. Особенно ярко это прослеживается через сравнение с культурами Карьякупова и Кушнаренкова. Исследования проводились международными группами ученых, и их выводы оказались неожиданными даже для специалистов.
До этого считалось, что миграции венгров происходили в основном из Сибири или степей Казахстана, но ДНК-данные и артефакты из уральских могильников буквально сшили вместе эти две точки истории. Это означает, что Урал был не просто транзитной зоной, а настоящей колыбелью будущих этносов, сыгравших ключевую роль в формировании Европы. Археологические слои подтверждают, венгры не просто проходили через Урал, они здесь жили, оставляя после себя следы быта, погребения и предметы, идентичные найденным в Карпатах. История европейских народов теперь уже не кажется такой линейной. Но может ли Урал скрывать следы и других цивилизаций, о которых Европа даже не подозревает? Межовская культура – одна из позднейших культур бронзового века Урала, существовавшая около XIII-XII века до нашей эры. Впервые она была выделена археологами по одноименному поселению на юге Урала. Ее представители вели оседлый образ жизни, строили полуземлянки, занимались земледелием и скотоводством. Однако то, что действительно поражает, это система укреплений. Некоторые поселения окружались деревянными частоколами и рвами. Такая защита говорит о регулярной угрозе, возможно, межплеменных конфликтах или набегах. Но даже несмотря на постоянную опасность, люди продолжали развивать ремесло. На местах раскопок находят бронзовые серпы, ножи, иглы и даже украшения, что указывает на стабильность производственной системы. Керамика межовцев отличалась сложной орнаментацией, а в могильниках находят свидетельства сложных ритуалов, погребения с дарами, амулетами и элементами обрядов. Эти данные говорят о существовании религиозной системы и развитых мифов. Межовцы завершили эпоху бронзы на Урале. Но что произошло после них? Почему они исчезли так внезапно? Историки долго спорили, где зародилась металлургия. И пока внимание было приковано к Ближнему Востоку и Малой Азии, на Урале археологи находили все больше свидетельств того, что здесь плавили медь и бронзу в те же века, а в некоторых случаях даже раньше. Южный Урал был буквально пронизан рудниками, в которых находили следы добычи и плавки. Древние уральские шахтеры использовали каменные молотки, деревянные ламы, подземные туннели и выжигали древесину, чтобы обнажить породу. Затем руду обжигали и плавили в глиняных тиглях. Это требовало инженерного подхода. Нужно было знать, где копать, как разогреть печь, как смешать металлы. Такие знания не появляются случайно. Они передаются, развиваются, накапливаются. Некоторые из древнейших предметов из меди, найденных в Восточной Европе, по химическому составу совпадают с уральскими источниками. Это означает, что металлургические технологии Урала могли оказывать влияние гораздо шире, чем считалось раньше. Как же получилось, что одна из древнейших индустриальных традиций почти исчезла из учебников? На территории Урала расположено множество месторождений меди, золота, железа и других полезных ископаемых. Уже в эпоху Бронзового века люди начали активно использовать эти ресурсы. В районе современных Свердловской и Челябинской областей археологи находят следы горных выработок, плавильных печей и складов руды, возраст которых составляет от 3 до 4 тысяч лет. Одной из уникальных находок стал участок древней шахты, где сохранились деревянные опоры и остатки инструментов. Это показывает, что добыча велась системно, с инженерным подходом. Некоторые шахты уходят на десятки футов вглубь. Это серьезная работа, требующая координации и планирования. Более того, рядом находят поселения, где металл плавили и обрабатывали, создавая готовые изделия. Подобные объекты часто расположены в труднодоступных районах, в горах или на склонах, что говорит о том, что добыча металлов имела стратегическое значение. Южный и Средний Урал становятся промышленным центром еще до появления письменности. Этот факт полностью меняет наше представление о периферийных регионах древности. Если Урал был индустриальной зоной, то кто был потребителем всего этого богатства? Географическое положение Урала уникально. Это граница Европы и Азии, но не преграда, а мост. С древнейших времен через Урал проходили миграционные потоки людей, животных и технологий. Следы стоянок палеолита, найденные в пещерах и на открытых участках, говорят о том, что Урал был заселен уже десятки тысяч лет назад. Археологические данные показывают, что многие культуры двигались с юга на север и наоборот, оставляя за собой цепочки стоянок, поселений и могильников. Особенно интенсивными были движения в эпоху бронзы и раннего железа. Именно тогда формируются крупные племенные союзы, распространяются технологии металлургии и земледелия.
Некоторые маршруты совпадают с теми, которые использовались уже в Средневековье, а впоследствии стали основой для почтовых и торговых путей. Это говорит о многовековой преемственности. Урал был не краем, а узлом пересечений и встреч. Что могло произойти на этой территории, если все человечество проходило через нее тысячелетиями? Современные генетические исследования позволяют заглянуть глубже, чем археология. Изучение останков, найденных в курганах и поселениях на Урале, дает представление о происхождении, миграциях и родственных связях древних людей. Эти исследования открыли неожиданные факты. Население Урала имело смешанное происхождение, объединяя в себе западноевразийские и сибирские генетические линии. Такой состав указывает на активные контакты между Востоком и Западом уже в III и II тысячелетии до нашей эры. Более того, генетики обнаружили, что некоторые уральские популяции имели родственные связи с народами, населявшими Скандинавию, Индию и Центральную Азию. Это подтверждает версию о трансрегиональных перемещениях и сложной структуре древних обществ. Результаты анализов также помогают воссоздавать этногенез современных народов, включая финно-угров, угров и индоевропейцев. Южный Урал становится не просто местом археологических находок, а генетическим узлом, откуда происходили мощные волны распространения. Но почему именно здесь складывались такие уникальные комбинации ДНК? Внимание к бытовым предметам из древних поселений дает не меньше информации, чем захоронения или храмы. На территории Урала археологи находят остатки керамики, костяные иглы, бронзовые зеркала, глиняные фигурки, сосуды, инструменты для обработки шкур, рыболовные крючки, амулеты и многое другое. Эти находки раскрывают повседневную жизнь людей, их вкусы, привычки и навыки. Например, орнамент на керамике указывает на эстетическое чувство и знание символики, иглы и пряслица, на развитую текстильную культуру, а бронзовые украшения — на знание технологий литья и полировки. Интересны и игрушки, небольшие фигурки животных, сделанные из глины, говорят о заботе о детях и передаче культуры через игру. Некоторые предметы показывают влияние соседних регионов, но большинство уникальные. Это значит, что местные культуры были не просто копиями чего-то чужого, а развивали свои формы и стили. Они создавали, хранили и передавали свои традиции столетиями. Как эти люди жили, чувствовали, создавали красоту и смысл в мире, полном опасностей. Археологические открытия на Урале не только предмет научного интереса, но и основа культурной идентичности региона. Многие музеи, исторические парки и образовательные центры создаются на местах древних поселений. Памятники бронзового века, такие как Аркаим, Капова пещера или Синташтинские могильники, становятся местами паломничества не только ученых, но и туристов, студентов, энтузиастов древней истории. В школьных программах Урала появляется больше информации о древнейших культурах, а в художественной литературе, кино и выставках все чаще звучат имена забытых народов и легенд. Даже местные праздники и ремесла все чаще включают элементы, вдохновленные археологическими находками. Так древняя бронза, найденная под землей, возвращается в виде символа современных сообществ. Эта связь между прошлым и настоящим становится сильнее с каждым десятилетием. Люди начинают осознавать, что живут на земле, где тысячелетиями шла жизнь, полная знаний, веры и силы. Знания, которые снова выходят на свет, чтобы изменить взгляд на историю. Когда в XVIII веке русские исследователи начали активно осваивать Урал, они с удивлением обнаружили, что почти на каждом холме можно найти курганы, остатки древних печей или фрагменты керамики. Первые раскопки проводились без системного подхода, чаще всего военными или чиновниками, направленными в экспедиции. Но уже тогда стало понятно, что под уральской землей спрятано что-то очень древнее и значительное. Некоторые находки вызывали подлинный шок, орудия которых не знали даже местные народы, или необычные предметы из чистой меди, предположительно созданные без применения железа. Интерес к Уралу начал нарастать. В XIX веке сюда потянулись ученые, и началась эпоха систематического изучения древностей региона. Археология стала неотъемлемой частью уральской экспансии Российской империи. Первые коллекции из этих экспедиций легли в основу музеев Екатеринбурга, Перми и Казани. Именно тогда стало ясно: Урал — не только кладовая ресурсов, но и архив человеческой истории. Недавние открытия в северных районах Урала открыли доступ к стоянкам эпохи ледникового периода, датируемым примерно 25–30 тысячами лет назад.
Эти стоянки — остатки лагерей охотников, которые двигались вдоль тающих ледников в поисках пищи и укрытия. Удивительно, но в некоторых местах находят не просто кремневые орудия, а элементы жилищ, выложенных из костей мамонтов и бизонов. Такие находки подтверждают, что человек умел адаптироваться к экстремальному климату, выживать на границе обитаемого мира. Археологи находят примитивные украшения, костяные иглы и даже фрагменты одежды. Все это указывает на высокий уровень выживаемости и изобретательности. Некоторые стоянки были временными, другие использовались веками, о чем говорят многослойные культурные отложения. Эти открытия поднимают вопрос, насколько раньше, чем принято считать, люди начали осваивать Урал. На границе Алтая и Урала находится уникальный археологический объект — Денисовская пещера. Хотя сама она относится к другому региону, открытия, сделанные там, кардинально изменили взгляд на заселение всей Евразии, включая Урал. Внутри пещеры были найдены останки неизвестного ранее подвида человека, денисовца, а также следы их скрещивания с неандертальцами и кроманьонцами. Генетический след денисовцев позже был обнаружен в останках, найденных ближе к Уралу, что говорит о широком ареале их расселения. Кроме того, в Денисовской пещере найдены украшения из кости и камня, музыкальные инструменты и предметы с микроскопической гравировкой. Это поднимает важный вопрос: кто первым принес культуру в эти земли, и был ли это только современный человек? Если денисовцы имели собственные технологии и обряды, возможно, Урал помнит гораздо более древнюю историю разумных существ, чем мы привыкли думать. С конца XX века в некоторых уральских регионах начинается возрождение интереса к дохристианским традициям и верованиям. Археологические открытия вдохновляют местные сообщества на восстановление элементов древней обрядности, ремесла, музыки и даже одежды. Это особенно проявляется в Башкортостане, на севере Челябинской области и в ряде коми-пермяцких деревень. Местные этнографы фиксируют, как народные сказители все чаще включают в рассказы мотивы из уральской археологии. Древние боги, пращуры, жертвенные камни, легенды о пещерах и курганах. В этих историях древность переплетается с современностью, а археологические факты превращаются в символы Возрождения. Появляются фестивали, посвященные Бронзовому веку, проходят реконструкции поселений, народные театры ставят пьесы о Синташте и Аркаиме. Таким образом, археология перестает быть просто наукой, она становится способом восстановления культурной памяти. С каждым новым открытием интерес к уральской древности выходит за пределы научных кругов. Международные университеты создают совместные программы с российскими институтами, финансируются раскопки, публикуются статьи в престижных журналах. Южный Урал становится объектом не только регионального, но и мирового интереса. Открытия, сделанные здесь, активно обсуждаются в документальных фильмах, научно-популярных книгах и даже школьных учебниках других стран. Все чаще Урал называют одним из возможных центров цивилизации второго круга, то есть территорией, где зарождались самостоятельные очаги культурного и технологического прогресса. Но самое важное, эти знания становятся частью новой исторической картины мира. Картины, в которой Урал больше не считается окраиной, а признается как сердце древнего евразийского мира. На Урале в глубине леса группа исследователей наткнулась на древние наскальные рисунки, которые натолкнули на мысль о давно забытых ритуалах. Эти изображения, датируемые тысячами лет назад, изображали шаманов в экзотических позах, окруженных духами природы. Каждый элемент этих рисунков рассказывал о священных обрядах, которые были частью жизни коренных народов. Спустя несколько дней после открытия один из членов группы, профессор Валерий Николаевич, обнаружил в старых манускриптах упоминание о таинственном ритуале, связанном с поклонением духам предков. Он определил место, где, согласно записям, происходили эти обряды. Это была уединенная поляна, окруженная старыми деревьями, где, как считалось, обитали духи. Команда спустилась в ущелье, и каждый шаг наполнялся предвкушением открытия. На поляне исследователи нашли остатки древних жертвенных алтарей, выложенных камнями. Эти конструкции были покрыты мхом и лишайниками, что свидетельствовало о долгом времени, прошедшем с тех пор, как здесь проводились ритуалы. Валерий Николаевич начал записывать все детали, когда его внимание привлекло странное свечение, исходящее из-под земли. Он осторожно подошел к месту, где свет прорывался через трещины в камнях, и заметил, что земля здесь выглядит необычно, как будто что-то скрывается на глубине. Внезапно к ним подошел местный житель, старик с глубокими морщинами и проницательным взглядом.
Он представился как Михаил и сразу же начал говорить о шаманах, которые когда-то обитали в этих местах. Михаил рассказал о том, как шаманы общались с духами, используя специальные ритуалы, чтобы лечить болезни, предсказывать будущее и обеспечивать благополучие общины. Его слова были полны уверенности, что это место все еще хранит силу предков. Старик предложил провести обряд, который, по его словам, должен был вернуть энергии, заключенные в этом месте. Михаил объяснил, что для этого нужно собрать определенные травы, которые растут только в этом лесу. Он указал на несколько растений, которые, по его словам, были священными и использовались шаманами для связи с духами. Исследователи, полные энтузиазма, согласились помочь старцу. Они начали собирать травы, ощущая, как окружающая природа наполняет их духом. Когда все необходимые ингредиенты были собраны, Михаил начал готовиться к обряду. Он расстелил на земле оленьи шкуры и поставил вокруг них камни в форме круга. Вскоре вечерняя тишина леса была нарушена ритмичными звуками бубна, который старик начал вести в такт своим молитвам. Солнце медленно садилось за горизонтом, и темнота окутала поляну. И в этот момент они ощутили необычайное напряжение в воздухе. Михаил продолжал произносить заклинания, и вскоре вокруг них начались происходить странные явления. Легкий ветерок, который, казалось, обвивал их, и шорохи, доносящиеся из леса. Исследователи, забыв о своих научных подходах, погрузились в удивительное состояние, когда древняя сила, казалось, вновь оживала. Михаил продолжал ритмично бить в бубен, его голос звучал все громче, а вокруг группы исследователей нарастала напряженная атмосфера. Внезапно один из участников, молодой антрополог Ирина, почувствовала, как земля под ее ногами слегка дрогнула. Она оглянулась на своих товарищей, но никто не обратил внимания на это явление. Внезапно в воздухе раздался резкий треск, и ветви деревьев зашевелились, как будто кто-то невидимый проходил между ними. Михаил приостановился, его глаза блеснули, когда он заметил, как листва вокруг них начала светиться мягким светом. Старик закрыл глаза и продолжил заклинание, но Ирина ощутила, что что-то не так. Она обратилась к Валерию Николаевичу, но тот был поглощен происходящим на поляне. Тревога нарастала внутри нее. Тем временем из-за деревьев вышел другой местный житель. Это был высокий человек с длинными волосами, заплетенными в косу. Он направился к полянке с решительным шагом. Очевидно, он не был рад тому, что происходит. Михаил заметил его и остановил обряд, настороженно посмотрев на незнакомца. «Ты не должен здесь быть», — произнес пришелец, голос его звучал строго. «Этот обряд не для чужаков». Ирина, все еще охваченная волнением, подошла ближе, пытаясь понять, кто этот человек. Михаил повернулся к ней и тихо произнес. «Это Василий, он наш шаман. Он охраняет священные места». Василий посмотрел на Михаила с недовольством. «Ты рискуешь разбуженными духами. Не знаешь, что делаешь». Михаил открыл рот, чтобы ответить, но Василий продолжал. «Здесь не место для экспериментов. Люди, как вы, не понимают глубину наших ритуалов». Исследователи переглянулись. Валерий Николаевич, почувствовав нарастающую напряженность, вмешался. «Мы всего лишь исследуем наследие шаманских традиций. Мы не хотим причинить вред». Но Василий не был готов слушать. Он взглянул на землю, где лежали собранные травы, и произнес. «Эти растения не просто трава. Они несут в себе силу предков. Ты не понимаешь, как это опасно». Разговор накалялся, и в этот момент Ирина заметила, как вокруг них снова начала кружиться легкая дымка. Она почувствовала, что связь с природой, о которой говорил Михаил, стала реальной. Ветер усилился, и ей показалось, что он несет в себе голоса давно ушедших шаманов. Она обратилась к Василию. «Мы хотим понять. Пожалуйста, расскажите нам больше». Василий задумался на мгновение. Его лицо смягчилось, но он все еще был насторожен. «Вы должны знать, что каждый обряд требует жертв. Не все готовы заплатить эту цену». В это время земля вновь дрогнула, но теперь с большей силой. Михаил шагнул вперед, его голос звучал уверенно. «Если у нас есть возможность узнать и понять, мы должны попробовать». Василий остановился, его взор стал пристальным. «Тогда будьте готовы к последствиям». С этими словами он развернулся и начал двигаться к лесу, оставляя исследователей в состоянии растерянности. Валерий и Ирина обменялись взглядами. В воздухе витала угроза, но в то же время их тянуло к разгадке. Они понимали, что не все так просто в этом мире шаманских обрядов, и каждое их действие может повлечь за собой необратимые последствия. Ирина и Валерий стояли на поляне, глядя вдаль, где исчез Василий. Ветер продолжал носить с собой шорохи и странные звуки, а лес будто бы оживал, шепча что-то незнакомое. Михаил, не отрывая взгляда от места, где только что стоял шаман, произнес: «Он прав.
Мы должны быть осторожны. То, что мы исследуем, не просто древние обряды. Это сила, с которой нельзя шутить. Ирина, все еще охваченная волнением, перебила его. Но именно поэтому мы здесь. Мы должны понять эти ритуалы, их смысл. Мы не можем просто уйти, не узнав правды. Валерий посмотрел на своих товарищей и, ощутив, что время уходит, предложил: «Давайте попробуем найти Василия. Он знает больше, чем мы можем себе представить. Если мы хотим понять шаманские практики, его знание — ключ». Группа начала двигаться в том направлении, куда ушел Василий. Лес становился все гуще, и вскоре они оказались в окружении высоких деревьев, которые казались сторожами древней тайны. Звуки леса усиливались, и каждая трещина веток или шорох листьев казались многозначительными. Ирина почувствовала, как страх и любопытство переплетаются в ней, и это было странное ощущение. Спустя некоторое время они наткнулись на небольшую поляну, где Василий стоял возле старого дерева с глубокими резьбами на коре. Он произнес тихие слова, касаясь коры, и в это мгновение из-за дерева показался свет. Ирина замерла, внимая тому, что происходило. Это было похоже на ритуал, и ее сердце забилось быстрее. Михаил, разглядев их интерес, шагнул вперед. «Василий, мы пришли, чтобы понять. Пожалуйста, расскажите о ритуалах, которые вы проводите, их значение». Василий медленно повернулся и посмотрел на них с неподдельным интересом. Он вздохнул и начал говорить: «Эти ритуалы — связь между нашим миром и миром духов. Каждое действие имеет значение. Жертвы, которые мы приносим, — это не просто обряды. Они помогают нам поддерживать баланс. Когда мы нарушаем его, появляются болезни, несчастья». «Каковы эти жертвы?» — спросил Валерий, его тон стал более серьезным. Василий не ответил сразу. Он вновь обратил взгляд на дерево, затем сказал: «Каждый ритуал требует определенной жертвы. Это может быть животное, растение или даже часть нашей души. Я расскажу вам об одном из самых древних ритуалов, который проводился для восстановления силы природы. Но для этого вам нужно быть готовыми». В этот момент из-за деревьев раздался громкий вой, словно далекий крик. Все замерли в ожидании. Ирина посмотрела на Василия, его лицо стало серьезным, и она ощутила волнение внутри себя. «Это знак», — произнес Василий, его голос стал низким и интимным. «Если мы будем продолжать, нам нужно будет принести жертву, и не все смогут это понять». Исследователи переглянулись, осознавая всю сложность ситуации. Они понимали, что на кону стоит не просто знание, а что-то гораздо более значительное. Это было не просто исследование, а испытание, которое могло изменить их жизни навсегда. Каждый из них ощущал нарастающее давление, но в то же время тянуло к разгадке. Они не могли остановиться, когда истина была так близко. Василий стоял, его лицо выражало серьезность и решимость. Он начал обрисовывать круг на земле, используя палку, и произнес слова, которые звучали как заклинание. Вокруг воцарилась тишина. Исследователи не сводили с него глаз, понимая, что каждое его движение имеет значение. «Мы должны провести ритуал», — сказал Василий, его голос был полон уверенности. «Это единственный способ восстановить связь с духами и вернуть баланс, но вы должны быть готовы». Ирина почувствовала, как холод пробежал по ее спине. Находясь вдали от цивилизации, она осознала, что они зашли слишком далеко. У нее возникли сомнения, но любопытство пересилило страх. Валерий, напротив, был сосредоточен и готов к действиям. «Что нам нужно сделать?» — спросил он, стараясь скрыть волнение. Василий внимательно посмотрел на них. «Мы должны создать круг из трав, которые вы собрали. Это поможет сосредоточить силу. Затем каждый из вас должен будет высказать свои намерения». Валерий и Ирина начали складывать травы в круг, а Михаил собрал ветви и камни для ритуала. В воздухе ощущалась нарастающая энергия. Чем больше они работали, тем сильнее становился ветер, завывая, как будто протестуя против происходящего. Когда круг был завершен, Василий обратился к каждому из них. «Каковы ваши намерения?» Ирина, собравшись с мыслями, произнесла: «Я хочу понять, как шаманизм может помочь людям». Валерий добавил: «Я надеюсь, что знания, которые мы получим, помогут восстановить утраченные связи с природой». Михаил произнес свои слова: «Я хочу увидеть, как древние традиции могут стать частью нашего будущего». После того, как каждый высказал свои намерения, Василий поднял руки и начал произносить заклинания. Звуки бубна вновь заполнили воздух, и вокруг них начал собираться свет. Он медленно поднимался из земли, окружая их, и вскоре стал яркой завесой. Ирина почувствовала, как сила этого света проникает в нее. Она увидела образы шаманов, танцующих вокруг огня, людей, которые приносили жертвы для исцеления, и природу, оживающую под их воздействием. Она осознала, что искали не только знания, но и связь с самой природой.
Василий продолжал вести ритуал, его голос звучал как гром. В этот момент силы природы всколыхнулись, и из-за дерева рядом с ними появился силуэт. Он был полупрозрачным, и Ирина различила черты лица. Это был дух, который смотрел на них с любопытством и мудростью. Спокойный, но властный голос произнес: «Вы ищете знания, но готовы ли вы принять за это ответственность? Чтобы обладать этой силой, вы должны понимать ее последствия». Ирина, Валерий и Михаил замерли, осознавая, что на их плечах лежит груз выбора. Это было испытание, которое требовало смелости и понимания последствий их действий. Они стояли на перекрестке между прошлым и будущим, и каждый из них понимал, что этот момент определит их судьбу. Василий, стоя перед духом, крепче сжал руки. Его голос стал тверже. «Мы готовы. Мы понимаем, что эта сила требует ответственности и уважения». Дух кивнул, и воздух вокруг них заполнился ярким светом. Ирина почувствовала, как этот свет проникает в ее сознание, открывая новые горизонты. Образы шаманов, которые она видела ранее, стали более четкими, как будто она могла их услышать. Каждый из них передавал ей мудрость веков, знания, которые не записаны в книгах, а хранятся в сердце природы. Свет стал еще ярче, и когда он начал угасать, дух произнес: «Храните знания и уважайте природу. Вы — мост между прошлым и будущим. Ваша задача — передать эти знания, чтобы сохранить равновесие». Дух растворился в воздухе, а круг, который они создали, начал тускнеть, возвращая окружающую природу к привычному состоянию. Ирина и ее товарищи стояли в немом потрясении, осознавая, что их жизнь изменилась навсегда. Они стали свидетелями чего-то невероятного, и теперь это знание лежало на их плечах. Вернувшись к цивилизации, каждый из них начал интерпретировать пережитое. Ирина открыла блог, где делилась мыслями о шаманизме и его роли в современном мире. Она организовывала семинары, обсуждая методы работы с природой и уважение к ней. Ее цель заключалась в том, чтобы донести до людей важность связи с природой и традициями предков. Валерий, вдохновленный переживаниями, начал работать над книгой, описывая исследования шаманских практик и их значение для современного общества. Он считал, что понимание этих традиций может помочь в воспитании нового поколения, более чуткого к окружающему миру. Михаил инициировал проект по возрождению забытых обрядов в своей общине. Он стремился к тому, чтобы люди узнали о своих корнях и начали применять эти знания в повседневной жизни. Работая с детьми и молодежью, он создавал программы, сохраняющие культурное наследие. Прошло несколько лет, и их усилия начали приносить плоды. Если вам нравятся наши исследования о связи с природой и таинственные следы цивилизации, не забудьте подписаться на канал. Ведь когда геологи в панике, значит, мы на верном пути к открытиям. А если хотите поддержать наши эксперименты, ссылка для доната в описании или наведите камеру на QR-код на экране, ваш вклад поможет нам продолжать искать ответы. Общины, в которых они жили, стали более внимательными к природе. Люди начали осознавать важность шаманских традиций, видя священное в каждом дереве и потоке воды. Общество стало более сплоченным, и уважение к природе стало частью культурного кода. Наследие шаманских традиций, когда-то казавшееся забытым, вновь ожило в сердцах людей. Ирина, Валерий и Михаил поняли, что их опыт был не просто исследованием, а частью пути к восстановлению связи с природой. Это была не просто история о древних обрядах, а о том, как уважение к предкам и природе может изменить будущее. Каждый из них стал носителем знаний, передаваемых из поколения в поколение, оставляя неизгладимый след в памяти общества.